Всем привет! Вы на канале Деда Мити, меня зовут Илья, и с этого дня я буду делать обзоры на металлоискатели и различное поисковое оборудование. Все буду рассказывать только по факту, ничего лишнего. А по итогу ролика вы сами решите, стоит ли вам покупать такую желаемую и классную обновку. Я копаю уже довольно давно. За 17 лет поиска сменил много металлоискателей. Но в прошлом году была инфобомба. Вышел новый прибор от компании Minelab. Естественно, загорелся, первым побежал и купил его. Я был первым в России, кто его купил, и первым, кто его протестил. И, соответственно, я долго-долго с ним ходил и понимал его, чтобы сегодня вам о нем рассказать. Это Equinox 800. Я обещал вам то, что буду рассказывать только по факту. Поэтому сделаем так. 5 фактов за Equinox и 5 фактов против. То есть 5 плюсов и 5 минусов. Поехали. Начнем, пожалуй, с того, что Equinox очень легкий. Сам по себе он ничего не весит. Если вы приходите на поле, у вас не встают ни руки, ни плечо, ни спина. Вы с ним носитесь как угорелый. И если вы приехали на поле с комрадами, то обязательно вы найдете монету первым. Потому что ваша продуктивность слишком высока. Плюс номер 2. Это его водонепроницаемость. Погружение под воду до 4 метров. И в пресную воду, и в соленую, неважно. Я лично нырял с прибором, я искал на дне и находил. Причем я находил золото, что самое клевое. Вы можете удалить одну из секций и объединить первую секцию и третью между собой. Получится маленький прибор, которым удобно пользоваться под водой. Вы можете объединить также первую и третью секцию и дать, например, ребенку походить. Потому что по размеру прибор будет подходить идеально вот под небольшого малыша. Правильно прививайте детям хобби с детства. Это все-таки им потом пригодится, они вас поблагодарят. Как я поблагодарил когда-то своего отца за то, что он привил это мне. Добротных 22 года назад. Плюс номер 3. Это мультичастотный. Кто не разбирается, не понимает, вдруг вы впервые смотрите видео про металлоискатель. Давайте я вам покажу на примере. Идет человек по лесу, неважно, с металлоискателем. У него он работает на одной частоте. Он находит предметы одной конфигурации, приблизительно одного размера. Идет человек с другой частотой, он находит разные глубины, разные предметы. 2 частоты у 2 разных человек. А этот прибор работает на 4 частотах. Он цепляет и Катин пятак на 2 штыка, и пуговку гирьку на 1 штык. И самое главное, звук всегда ровный и четкий. Изначально я вообще думал это записать в минусы, потому что я копаю в поле и схожу с ума, я выкапываю все, что можно. Я не пропускаю вообще ничего, даже мелкие осколочки меди и то зацепляются. Если вы копаете по целине, по демонголам и скифам, этот прибор выцепит все, и вы придете с поля с полными карманами классных и желаемых находок. Плюс номер 4. Это настройки, это мозги этого прибора. Вы можете сами выбирать программы, на которых хотите работать. Тут есть у нас и парк, тут есть и поле, тут есть и пляж, тут есть и поиск золота. На ваш выбор. Под каждой программой есть 2 подпрограммы, которые вы можете себе настраивать под себя. Прибор автоматически настраивается и от электрических помех. Прибор настраивается автоматически на грунт. По-хорошему, вы тратите 8-10 минут, чтобы его настроить перед копом, и 8 часов вы копаете в кайф и с наслаждением. Это очень удобно. Конечно, последний пункт. Я назвал его внешне и внутреннее. Внутреннее. У этого прибора нет батареек, он работает на аккумуляторе, и это очень удобно. Вы подсоединяете его, если вдруг он у вас садится, подсоединяете его к пауэрбанку, крепление находится на подлокотнике, и ходите еще дольше. Не надо менять батареек, не надо брать их с собой, не надо переживать, что вы их забыли. Если надо, можно зарядить даже от автомобильной зарядки этот прибор, это удобно. А про внешний пункт, самое главное и самый мой любимый, это беспроводные наушники. Я не знаю, как я раньше без них жил, я не понимаю, как я раньше без них копал. Это удобно, провод вам не мешает, вы ходите, слушайте, все идеально. Наушники можно подсоединить к телефону, и пока ты идешь копать, можешь идти и слушать музыку. Это прямо шикарно. Давайте тогда будем честными, поговорим и о минусах прибора. Он очень хорошо реагирует на артефакты в земле. И, к сожалению, он хорошо реагирует и на линии электропередач. Если вы ходите под линией электропередач, он начинает немного сходить с ума. То же самое, когда у вас работает, например, интернет на телефоне. Но из этого тоже есть выход, и он вполне логичен. Не ходить копать там, где лэпы, и просто выключать телефон, когда вы ходите копать. Зачем телефон, когда вы копаете? Вы же все-таки занимаетесь любимым делом. Зачем отвлекаться на всякую ерунду? Вторым минусом, который стал очень популярным в обсуждениях в интернете, это, господи, почему он сломался? Сломался подлокотник, сломался экран, разбился экран, сломалась катушка. Тут, я думаю, дело в том, откуда у людей растут руки, конечно. Потому что я, проходя больше года с ним, я ездил в экспедиции, там, где скалы и камни, я с ним и падал, у меня ничего не сломалось. Прибор хрупкий, надо с ним быть бережным, но, однако, это минус и плюс, если вы сможете с этим справиться. Будьте внимательны.
Большим минусом, как по мне, является то, что у прибора нету аксессуаров. Ну вот реально, как за целый год MineLab не умудрились выпустить чехол на прибор, дополнительную защиту на катушку и, собственно, саму коробочку для пауэрбанка, я этого не понимаю. Я надеюсь, что они справятся. Хотя, если честно, они выпустили 2 новых катушки. Это снайперка и руль. И они просто потрясающие. Я видел, как они работают. Это нереально крутые аксессуары. И я обязательно на них сделаю отдельный обзор. И это нереально круто. В чем еще минус, который для меня стал очень сильным? Это отсутствие перегруза тарелки. Было так, ты подносишь прибор вплотную к предмету, он начинает орать, сходить с ума. И ты понимаешь, предмет лежит наверху. Когда ты копаешь по войне, когда в земле лежат снаряды, и у тебя нет перегруза тарелки, тебе приходится лишний раз копать землю, а это очень опасно. И сколько раз я натыкался на то, что прибор мне показывал, что предмет лежит на глубине, я доставал лопату и упирался в снаряд. Это очень плохо. Я надеюсь, что с новой прошивкой, кстати, прикол в том, что приборы обновляются от компьютера, у них новые прошивки скачиваются. Они добавят вот эту функцию. Я им даже писал официальное письмо. Будем ждать, будем надеяться. Последняя такая проблема, которую я вижу, это то, что блок сам металлоискателя несъемный. И когда вы перевозите куда-то прибор, когда вы укладете, вам приходится упаковать. Вам надо продумать, как его положить так, чтобы вот эта часть влезла в сумку. Когда я ездил в Крым и копал там, это было реально проблема, потому что прибор надо вести в ручной кладе, и это тяжело. Вот, собственно, это такие вот у нас минусы по прибору. Давайте тогда подытожим, сделаем вывод. Минусы. Несъемный блок, отсутствие аксессуаров, отсутствие перегруза тарелки, проблема с электропомехами. Ну, наверное, конечно, мы возьмем вариант, то, что он хрупкий. Плюсы. Он мобильный. Он легкий, с ним удобно работать. Он настраивается лично под вас, у него куча польских программ, которые облегчают вам жизнь. Важно то, что для него не надо искать батарейки, брать с собой, он заряжается от аккумулятора, от пауэрбанка, который вы носите с собой. Круто, нереально круто то, что он водонепроницаемый, и вы можете с ним нырять. Это почти как профессиональный прибор, который используется для поиска под водой. Но тут у вас Минак средней ценовой категории, который работает под водой. Это идеально. Подытожим. Прибор, как по мне лично, очень классный. Я нереально с него кайфую. Вы быстрее всех найдете сокровища, вы быстрее всех бегаете по полю, вы находите все, что не нашли люди с другими приборами. Он цепляет все подряд. Это огромного плюс. Вот это поле, где мы сейчас сидим, на нем копали куча ребят, приезжали вместе со мной и не находили ничего. Когда пришел сюда с Эквиноксом, я выцепил с этого поля, которое позади меня, больше 100 монет, крестиков, иконок и различных артефактов тех времен. И я понял, что ничего не может быть для меня лучше в данный момент. Я нереально с него кайфую. Но если вдруг вам не понравился этот прибор, вы посчитали, что не стоит он тех денег, то, что вам рассказал, показалось неинтересным, пожалуйста, переходите на сайт Деда Мити, в его магазин, интернет-магазин металлоискателей, по ссылке в описании, и смотрите, и ищите для себя прибор, который подойдет именно вам. Ведь для каждого копаря должна быть своя персональная дудка. Иди сюда. Когда ролик наберет 5000 просмотров, мы снимем тест MineLab Equinox, сравним его с другими аналоговыми приборами, покажем еще парочку интересных нюансов про него, потому что есть пару секретов, которые знаю я, но не знают другие люди. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки под этим видео. С вами был Илья и магазин Деда Мити. Пока, ребят.